Приехали на коп. Серега показывать себя не хочет. Слишком известный. Здравствуй, Серега. В общем, вот такой у нас землекоп. CX3030 Mini Lab. А что, Серег, вообще, как она работает? Работает неплохо. Но нужно уметь научиться ему. У нас мало кто ими пользуется в Ленинграде. Редко когда видишь, я знаю только одного человека, у которого он есть. Но обучиться нам еще нужно. А это что такое? Это настройки, кнопки. А это у нас идет включение, это выбрать функции, вот меню будет у него. Но это мы уже когда включим, я более подробнее расскажу. А вентилятор зачем? Это нахождение себя, его можно через спутник везде найти. Вот. Кнопки Ничего себе. А это что? Это мои файлы. Ничего себе. Такая вот катушечка. Катушка стандартная. А это что? Это у нас пробка вообще сюда, чтобы вода не попадала. С ним можно плавать до 3 метров воды. Он не боится водонепроницаемый. А это штекер для USB входов. К компьютеру подсоединять, настраивать, обнулять его. Взяли вот такую телегу. Наша задача сейчас зайти в тот домик, в который мы заходили до этого. Потому что обычно мы проходили, а вот таким вот еще ни разу. Думаю, что-нибудь найдем. Я думаю, медь найдем, да? Там подстанция. Ну, дай бог. Тонны 3. Кирилл. Кирюху с собой взял. Аккуратно там, смотри, в лужу не упади. Было ж. Лес выглядит зимой. Даже подержать дали. Серега. Пришли к дому. Вот. Серега, вот. Вот здесь была подстанция. Здесь и находил, по-моему, крючок. Еще что-то. А вот фундамент дома. Вот он сад. Здесь алыча. Серега, пойдем домик покажу. Ты хотел узнать. Ух ты, бутылочки. На них же раньше писали. 7,5. Ну, 5, непонятно. 75-й год, наверное. Ты видишь, что все перекопано. Либо кабанами с лопатой. А вот он погреб. Еще ничего мы не нашли. Одни пробки от бутылок. Все перекопано. Ничего особого. Сейчас еще туда пойдем к ЖД. Что-то нашли. Ну-ка, Кирюха, отойди. Тут нашли. И там поаккуратней лопатой. Камень. Все? Может, дробина какая? Может. Дробь. Что маленькая. Очень. Ну, кольцо золотое. Сюда, здесь у меня выдает серебро, золото, ну, вот этот квадрат. Здесь, вот сюда это железо, здесь более крупное железо, здесь будет выдавать алюминий, может медь выкидывать сюда же, но обычно тоже медь сюда выкидывает. Здесь это нижний уровень закрашенный, это мелочевка, допустим, там гвозди, вся такая шляпа будет сюда выкидывать. Сюда более вот к середине, к этому квадрату будет жесть.
жесть, либо может иногда, если очень точный прям сигнал, может отдавать, знаешь, что колья железные, которых коров там, ну, пристегивали, убивали, вот может выбить сюда, потому что это кругляк будет. Как бы. А здесь в данный момент у нас видишь, он и мелочь это раз выдает, что-то мелкое. Но он не будет так пищать. Здесь, видишь, вот более к жести выкидывает уже. Кусок жести какой-то лежит. А на сколько метров он бьет? Глубина? В зависимости от металла, самое глубокое, что я укапывался, где-то 1,70 м на нем. Но это мы копали железную дорогу старую и доставали чувашки оттуда. Вон там было в ямке сразу 350 килограмм в одной ямке. Вот мы укапывались. Кирилл, ты палку домой заберешь? А зачем она тебе дома нужна? Что это может быть? Не знаю. Так это наждачный камень, не? Похоже на наждачный камень. С такой прорезью. Понятно, что танк. Здесь навряд ли что будет. Такая аккуратненькая. И такое ощущение, что ее загоняли вообще недавно. Возможно, это наша. А? Ну, смотри уже, блядь. Они там что, немцы под линеечку делают, что ли? Как не подлезли. Почему немцы? Может, Ну наши? там еще. Может, наши. Не факт. Либо копали что-то, либо здесь был этот блиндаж. Я помню, что говорил? Это дорога. Здесь я находил. А? Какая это дорога? Это дорога. Какая? Ну я не знаю какая. Ты хоть раз видел танковый ров? А это тогда что? Что мы сейчас прошли? Это прятали. Сюда технику прятали? Нет, там. Ну да, да. Здесь я патрон находил от У нас ТТ. есть. У нас. Так, вот здесь получается пустырь был. Ну, вот к ЖД подходим. Вот там где-то снаряд здоровый такой, целый. Что-то ходил, грибы собирал. Снарядище увидел. Он так полузасыпанный. Ну, он такой глубокий. Смотри, он шатается. И такой. Это кирпич, может, такой? Кирилл. Нет, мы дошли до железной дороги, до станции. Вот она станция. Серег, мы пришли. Вот здесь включай свой искатель. Прямо вот здесь все усыпано патронами. Я кусок, кстати, брони находил, только не знаю от чего. А что здесь было? Может, котел тепловоза бахнул, я не знаю. Что здесь было? Вот здесь, походу, была станция. Тут все свинит. Звенит, свистит. Что покажу. Что-то откопали, пацаны. Здоровое. Года 3 назад. Вот. Вот. Вот это вот свежак. О! Это что? Это что такое? Серега! Серега! Это не от противогаза? Что это может быть? Была и газовая. Я не знаю, что это. А, ну это, наверное... Железка. Кирюха. Сережа патроны ищет. Глубже копай. Что это? Осколок. А может это хомут, Серега? Под троса, понял?
Не, навряд ли. Уберись. Мелочь. На редуктор какой-то похоже. Да? Знаешь, скорее всего, против от железной дороги. Так, Сем. А где, Сем, дай металл искать. Что-то видишь. Пойдем, покажу. Пойдем. Вот этих патронов. Стрелянные. Пользовались? Да. Очень гильза. Но настоящая. Оближи. 42-го года. Первый патрон маленький за... Долбили неплохо. В общем, это узкоколейка. Снарядов здесь как целых, Выбирай соединитель. так и кусков снарядов. Колечки. Уже уложил на дорогу. Больше склоняется под рельсы. Да копали здесь, смотри, вон от лопаты квадраты. Все-таки не узкоколейка была. Это ж прям... Рычаг. Давай сейчас кружком. Сейчас. Да и не дотащишь. Да, вот думаю, что юрист забрать. Рядом смогу. Ничего мы не нашли. Серега сказал, сюда ехать надо с ночевкой и на Ниве. Ниву еще не купили. А что, Нива или ВАЗик лучше? ВАЗик. Значит, ВАЗик. Вот взяли, тут идем по дороге, собираем. Что откидывали, когда сюда шли? И вот и идем, собираем. Выглядит это вот так вот. Я не знаю, как ты, Серег, тащить будешь. Он же там ползет. Я думаю, что он не дотащит до машины. На. Это сейчас карман. Серега, сколько весит примерно? Где, в тачке? Да. Ну, больше 50 килограмм, это точно. Да это тебе кажется. Сейчас будем идти, ты будешь кричать, что 120. Не-не-не. Еще 10. Это уже 20. Каждый этот где-то... Да там глины еще сколько. Земли. Ну, это все равно вес. О, даже вот он. Это уже еще 2 килограмма, вот кусок. Уже 60. Было 50 только что. Ну попробуй. 50 ты должен поднять. По сути, что гильзу? легкую. Ой. Чистим лес. Бардак такой. Ну, Надо еще ветки собрать. все, хватит. Серег, не мучайся. Нет, нам Брось это дело. нам В надо кучу, дорогу отбить. в кучу положи, выкопай яму и потом это метку поставь. Я тебе покажу, где ты закопал потом. Слышь? Да. Что ты мучаешь себя? Ну, Бог, Такое ощущение, что когда мы сюда приедем. Гору поднимается на Арарат. Понимаешь? В воскресенье можно съездить. Все, Серега, хорош. В пятницу вот Все. Все, Бобик сдох. Я же говорю, закопал и все, как собачка, там под деревом. Корзинка у нас поубавилась. Да не пройдете вы здесь, надо обходить. Моя задача сегодня была. Серега попросил показать лес, показать место, где есть металл. Вот я ему показал. Может,
Ты мне лосося подгонишь? А? Лосося за металл подгонишь? Вот. В общем, мне лосося. Сколько килограмм? Чего? Лосося. Ну, по 50, хватит. В общем, он мне лосось, а я ему место. Вот я ему показал, он довольный. В общем, часть металла он сгрузил, так сказать, заныкал. Часть тащит. Ну, килограмм 20. Ну все, идем домой. Кирилл! Да что ты падаешь постоянно, а? У тебя что с ногами? Серега с этой тележкой. Упоротый трындец. Говорит, километра 2 точно протащил. Ну, 2,5. Сил у него уже нету. Он оставил там килограмм 10. Чего-то такого. Серега! Ты настоящий спортсмен. Снега нету. Взял санки, а снега нету. Ау! Серег, ты как там? Серега! Сейчас был в баньке, до водочки. Ага. Говорит, сейчас бы в баньку. Главное, во, это у меня. Да, Кирюх? А куда зуб-то дел? Зуб-то свой куда дел? А у меня он там Где? 100 рублей 100 рублей? за зуб. Вот так вот. Это теперь наш. Журавли там в февраль месяц. А там журавли урчат. Слышал, да, Кирилл? Значит, будет теплая погода скоро. Твои впечатления? Надо еще сюда приезжать на целый день. Брать Вальгу либо Ниву, проезжать туда. И пилу надо. Пилу, пилить все. Ох, тоже. В общем, И? работы тебе тут копать не перекопать. Копать там. Я думаю, месяца на 3 точно. Не, Не? Ты думаешь? дня 3. Лес большой. Не, ну я имею в виду про железную дорогу. А если лес весь долбить все снаряды, то там можно и год ходить. Ладно, Серега. Все. Давай, рад был увидеть вас. Звоните нам. Зовите в гости еще куда-нибудь. Есть место. Поедем. Пока мамы дома нету, Кирилл походил. Один и второй. Все, на этом я заканчиваю. Буду мыть. Время как раз 4:30. Сейчас мама придет. Мне к этому времени надо помыть, убрать все. До новых встреч. Все.